Всем огромный привет, я Татьяна Бугри, и на какой площадке мы бы с вами не находились, я знаю, что мы будем всегда вместе с вами, потому что я погружаю вас в мир ноготочков. Сегодня будет преображение этих ногтей-коротышей. Моя модель просит очень длинное креативное наращивание, но обычно наши с клиентом понимания о длине сильно расходятся. Что ж, посмотрим, как модель отреагирует на наращивание, которое в моем понимании считается длинным. На одной руке есть пропилы, следы работы фрезой и очень-очень влажные руки, поэтому для комфорта в работе использую тальк и приступаю к маникюру. Сами ногти не очень влажные, выглядят совершенно обычно, но на коже вокруг ногтей видны прямо такие микрокапельки. И если в работе у вас фреза начинает забиваться, значит мешает влага. Присыпайте больше талька. И делать это лучше по одному ноготку, с которым работаете. Try and cut me off and set yourself free, and then you come right back and gently persuade me. I want to go all the way. I know what you need and I won't let it down. I have so much I want to say. Come closer, I just want to play. I want to make you my lover. Can you feel me watching through the phone? Hiding out undercover. Call me when you're all alone. You are all I want. This hasn't been easy. It's tearing me apart. It's driving me crazy. From deep inside my soul, can you hear me pray and begging you please? Я буду наращивание выполнять верхними формами. Недавно приехали ко мне арчные формы, все я на них поглядывала, вот хочу попробовать. Но я не часто работаю верхними формами, потому что нижними формами эта работа, то есть наращивание, выполняется гораздо точнее и без сюрпризов, как мне кажется. В прошлый раз я выполняла наращивание на себе с помощью накладных ногтей. И для видео на YouTube это очень здорово, необычно и интересно, позабавиться можно. Но все же каждый мастер силен в определенной технике, и это здорово, это нас и отличает. И я тот мастер, который остается быть верным комбинированному маникюру, то есть выполняю его всегда фрезой пламя плюс ножнички и нижним формам в наращивании. На любых ногтях и для любых клиентов эти техники у меня в преимуществе, и я учу своих учеников на курсе именно преимущественно этим техникам. Но всегда интересно что-то новое попробовать и рассказать свои впечатления вам. Поэтому я приступаю. После подготовки ногтей с обработкой кожи начинаю подготавливать их к покрытию материалом. Использую праймер и базу тонким слоем. Базу нужно просушить в лампе. Затем беру блестки и выкладываю их на этот короткий ноготок. Чтобы они хорошо прилипали, можно наносить гель тонко и на него без промежуточной просушки выкладывать блестки. I want to make you my lover. Can you feel me watching through the phone? Hiding out undercover. Call me when you're all alone. You are all I want. This hasn't been easy. It's tearing me. Затем, чтобы блестяшки больше не тянулись у нас за материалом, их нужно зафиксировать в лампе. И теперь готовим верхние формы. Их нужно подобрать по размеру, каждому ногтю индивидуально. Выбрать правильную по размеру форму нужно так, чтобы она была чуть больше ногтя и закрывала точки вроста. Когда формы подобраны к каждому ноготку, начинаю формировать часть ногтя. Я использую молочный акригель с блестками с мелкими. Кистью, смоченной в обезжиривателе, формирую
формирую из него овал. Я сказала, что это только часть ноготка, и это правда. И эта часть всего лишь только ногтевое ложе нашего будущего длинного ногтя. Представляю форму к ногтю, плотно прижимаю форму к нему и, скользя по ногтю, подвигаю форму чуть выше к кутикуле, но вплотную к кутикуле не доходим. А снизу, переворачивая ручку ладонью вверх, убираю порожек материала от подушечки ногтя. Если у вас слишком много вылезает материала, то значит либо вы слишком усердно прижали форму к ногтю и у вас весь материал повылазил, либо же вы слишком много нанесли материала. Форма не должна отклеиваться и не должна подпрыгивать, если вы ее отпускаете. Если форма стоит и без вашей дополнительной поддержки, значит размер подходит. Отправляем сушить в лампу и делаем то же самое с ногтем другой руки. Ходит миф, что наращивание верхними формами быстрее, но я бы так не сказала. В этой работе много нюансов и деталей. И может быть я устрою для вас баттл с секундомером, что же все-таки быстрее, наращивание верхними формами или же нижними. Мне кажется, что ролик на такую тему был бы очень интересным и даже полезным. Что скажете? В общем, идей у меня много, поэтому не теряйте источник моих видео, канал, на котором вы меня смотрите. В описании будут также и другие социальные сети, подписывайтесь на них. А я тем временем сделала ногтевое ложе на всех ногтях. Снимаю формы, и сейчас нужно придать четкую форму этому свободному краю, так как скоро это у нас будет все-таки линия улыбки нашего френча. Ногтевое ложе должно иметь одинаковую длину и форму на всех 10 ногтях. Формы, которые я снимала, я положила рядом в том же порядке, как они и были установлены. Та же форма для того же ноготка. Не перепутайте. Далее готовлю все для выполнения выкладного френча. Это у меня цветные гель-лаки и прозрачный акригель. Его первым выкладываю в форму. Такую горошинку выкладываю на всю длину формы, оставляя пространство для уже готового. Ногтевое ложе делаю это не в миллиметрах точно, но примерно ориентировочно освободила такое пространство. Но обязательно нужно довести усики для нашего френча довольно-таки высоко. Затем в сырой акригель ставлю капли цветного гель-лака. Дальше апельсиновой палочкой делаю разводы. Форма должна соответствовать тому пальцу, с которой вы ее сняли, когда делали ногтевое ложе. И обратно ставим форму, прижимая ее к ногтевому ложу, которое у нас уже готово, и скользим по нему, плотно прижимая форму, пока не дойдем до того же места, где форма и стояла в первый раз. Ставлю зажим, чтобы форма никуда не делась, и отправляю сушиться в лампу. Пока ноготь сушится, то же самое проделываю на другой руке, только меняю цвета. Я хочу сделать две разные руки по цвету. Мне кажется, будет очень прикольно, тем более, что я не смогла определиться, с каким цветом дизайн будет смотреться красивее. И так я делаю со всеми ноготками. Просушили все это дело в лампе, и вот он, момент истины. Снимаем формы, и вуаля, это настоящие карамельки. От того, что видишь готовый результат, кажется, что все очень быстро и очень просто выполняется. Но сейчас работа только начинается. Снизу ногтя нужно покрыть гелем. Свободный край можно и акригелем, неважно. Но это от того, что я делала узоры снизу, и там неравномерно лежит материал. Далее. У кутикулы и по бокам ногтя висит материал. Убираю его фрезой у кутикулы, поэтому было важно вплотную к коже материал не доводить. А на свободном крае убираю частички материала, который оказался лишним, пилочкой.
Плюс в верхних формах то, что все ноготочки выглядят одинаково и красиво. Но вот кое-где в точках вроста нет материала. То ли выдавило его, то ли тонко было, но в любом случае нужно докладывать. Но даже после этого нет гарантии, что эти же точки вроста не выкрашатся. Ну а в остальном это интересная практика, очень красивые ногти, интересный дизайн и мега длина. Модель в шоке и попросила в конце подпилить ноготочки, что я, конечно же, и сделала. Я считаю, что такие видео с экспериментами должны быть. В таком случае я с вами плыву в одной лодке и ощущаю то же, что и проходит мастер-новичок. Поэтому жду ваше мнение, что скажете, нравятся ли вам такие видео, напишите, пожалуйста, в комментариях. А я рада, что вы были сегодня со мной. Всем огромное спасибо и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока!